Эту экстремальную схему увеличения подтягиваний я приберег для особого случая, и думаю, что он настал. Я готов поделиться с вами, как я несколько лет назад, еще в 2012 году, увеличил свои подтягивания с 18 повторений до 26, а еще позже до 34. У этой схемы есть плюсы, быстрый результат, но и значительные минусы, о которых тоже обязательно расскажу. Точно уже не вспомню, сколько это заняло времени, но примерно около 3 месяцев. В дальнейшем я не повторял ее и тренировался другими, более классическими способами. Вы на канале Workoutman. Разберем тему, опираясь на мой опыт тренировок с 2011 года. Погнали! В первые годы занятий я часто участвовал в различных онлайн-соревнованиях по воркауту, где собирались люди в группе, администраторы, судьи и в соцсетях проводили разные соревнования. Одно из них называлось, кажется, «Битва дворовых спортсменов». Было там 6 уровней, и на каждом этапе отсеивались участники. Проводилась она ежегодно, и было 3 или 4 сезона. Ну и вот там я как раз и познакомился с одним из финалистов, а позже победителем одного из сезонов, Дмитрием. Он подтягивался более 50 повторений в технике с небольшими паузами. 2-3 секунды в нижней точке. Это было что-то смешанное между методами полиатлона и тем, как тренируются обычные дворовые ребята. Мы с ним списались, пообщались, обсудили призы, которые он получил как победитель, а это тогда был жилет-утяжелитель, который ему прислали почтой. Ну, я начал расспрашивать про то, как он тренируется, в надежде услышать какую-то секретную методику, систему. В тот момент я подтягивался примерно около 20, и нестабильно, когда меньше, когда чуть больше. И то, что я услышал, это, выглядело очень хардкорная, экстремальная система подтягиваний. Первое условие было проверить свой текущий максимум повторений. Пусть это будет 20 подтягиваний. Затем нужно поделить свой максимум на 2. Примерно 10 это получится. И в каждом последующем подходе, а их было 5 рабочих подходов, нужно было делать равное число повторений, но не больше, чем половина от вашего максимума. То есть, например, вы проверили, что подтягиваетесь до отказа 20 раз. Половина — это 10. И подбирайте так, чтобы вы равномерно могли подтянуться 5 подходов. Например, если не вытягиваете по 10, то делайте 5 по 8 или 5 по 7 раз. Или даже 5 по 5. И в чем же заключалась тогда прогрессия и смысл этого метода? На тренировке вы первым подходом должны сделать свой текущий максимум, а далее со 2 по 6 подход, то есть еще 5 подходов, мы делаем равномерно половина от этого максимума. То есть, по сути, всего 6 подходов. На следующей тренировке мы делаем так же само. Тоже выполняем первый подход на максимум и еще 5 подходов с одним количеством повторений. Как только вы почувствовали, что вам легко делать 5 подходов, например, по 7 раз, то увеличиваем в первом, втором подходах на одно повторение. И так постепенно делаем, чтобы мы пришли к увеличению количества повторений на одно в каждом из этих 5 подходов. То есть теперь уже делаем 5 подходов по 8, потом 5 по 9 и так далее. И так постепенно увеличиваем, добавляя в каждом подходе по одному. Мы приходим к повышению этого барьера, с которого начинали. При этом каждую тренировку мы делаем первый подход в отказ. Сейчас, спустя много лет, этот метод звучит прям очень дико и, наверное, страшно для любого тренера, который обучает подтягиваниям, потому что мы часто слышим, что говорят не тренироваться в отказ часто, тем более каждую тренировку. Но, во-первых, этот метод подсказал мне не тренер, а человек, который просто много подтягивался и сам неоднократно этим способом доходил до 50 подтягиваний после перерывов в занятиях. То есть он просто поделился своим опытом, а уже эффективность его работы на большинстве это не проверялось. Но самое интересное не в этом, а в том, как часто делать такие тренировки. Во-первых, вы должны поставить приоритет только на подтягивание. Одно упражнение. Хотя я модернизировал эту схему, и в конце мы договорились, что я буду делать отжимания на брусьях. Это было тоже от 3 до 5 подходов, не до отказа, по равному количеству повторений в каждом подходе. И делалось примерно через минут 15-20 перерыва после подтягиваний в конце тренировки. Так вот, в подтягиваниях так нужно было тренироваться 5-6 дней в неделю. Как только я это услышал, это сразу поменяло все. Во-первых, нужно отказаться от других упражнений из своей стандартной программы.
А во-вторых, нужно на длительное время, почти на ежедневной основе выделять время на выполнение этой программы. У меня уходило где-то минут 45-50, если я не ошибаюсь. Но самое страшное это было испытание для нервной системы, так как первую неделю было тяжело, но терпимо. Дальше было еще интересней. На моем канале Workout Man доступны теперь несколько уровней поддержки канала. Одна оплата от вас, и я отправляю вам полезные материалы, которые вы сможете применять в своих тренировках и прогрессировать быстрее. Тренировка элементов, база воркаута, консультации и многое другое. Заходите на сайт, там описано подробно, что получите от меня после оплаты, цены и список услуг. А я возвращаюсь к видео. Я начал с 4 дней в неделю. 4 дня подряд тренировок, 3 дня отдых. Потом я добавил 5-й день, начиная с 3-й недели, и затем 6-й день. То есть 6 дней в неделю подряд тренировок и 1 день отдых. Только сейчас смотришь на это все и понимаешь, какая огромная была нагрузка на нервную систему, на опорно-двигательный аппарат, сухожилия. Но в то же время я был молод и действительно думал, что это единственный рабочий тяжелый способ, который дает результат. В каком-то смысле это дало результат. Хватило меня примерно около 3 месяцев, что-то такое. За это время у меня были сильные эмоциональные качели, так как прозанимавшись так 3-4 недели ежедневно практически, то на каждый новый день тренировки ты просыпаешься с мыслью, что нужно наверняка бросать, потому что, просто одна мысль о том, что вечером будет тренировка, немного пугала. Все поднакопилось, но самое интересное то, что происходило с подтягиваниями на максимум в первом подходе на протяжении всего этого времени. Сначала я думал, что загнал себя в сильный перетрен. Поговорил с Дмитрием, и меня убедили, что так и должно работать. То есть поначалу я хоть и выполнял почти ежедневные тренировки, но мой подход первый, который я делал на максимум до отказа, он постепенно не то что не увеличивался, а уменьшался. То есть я откатывал в результате, но продолжал делать. Некоторые тренировки я делал в частичной амплитуде, так как сложно было вытягивать все подходы, то есть когда не до конца разгибал руки. А затем я начал пробовать с небольшим висом в нижней точке по 3-4 секунды, чтобы мышцы не так забивались. В момент, когда я уже действительно хотел бросить все это, то где-то, может, с недели 5-й мои подтягивания начали потихоньку по одному повторению больше расти, увеличиваться в первом подходе. Тут уже моя нервная система немного свыклась с ежедневными тренировками, и в целом я увидел, что какая-то подвижка пошла. Я снова дошел до 20 подтягиваний, потом постепенно больше, и, соответственно, увеличивал результат в первом подходе, и постепенно рос в последующих 5 подходах тоже. То есть прогрессия нагрузки здесь была в том, что мы привыкаем работать в отказ в одном подходе, и по-честному в последующих 5 подходах частенько тоже приближался, либо доходил до отказа, потому что вытягивать равномерно в каждом подходе, это было очень сложно. Общий объем тренировки рос за счет того, что увеличивался объем хотя бы на одно повторение в этих 5 подходах последующих. Когда я доходил до того, чтобы сделать 5 подходов по 18, а потом и 20 повторений, то это был результат, который я не мог поверить. Никогда ранее столько не делал, где-то там не разгибал руки, при этом подход на максимум был уже порядка 30 или чуть больше. Потом мы пришли к тому, чтобы уменьшить количество подходов рабочих вместо 5 до 3 и увеличить количество дней отдыха. То есть это уже было не 5-6 тренировок, а где-то 4 тренировки. Но все равно. Иногда через день, иногда подряд. Таким образом, сосредоточившись чисто на подтягиваниях, у меня получилось сделать максимум 34 повторения в первом подходе. Тренируясь потом после этого по другим схемам, я доходил до 36 повторений в подтягиваниях и больше, в общем-то, не делал. Но это были более-менее классические лайтовые схемы, и, оглядываясь назад, я даже не знаю, как мои суставы выдержали эту нагрузку, так как где-то пару лет назад я заработал эпикондилит во время подтягиваний с весами и подтягиваний на канате с отягощениями, гирей на поясе.
Сейчас я бы, наверное, точно не пробовал этот метод. Эпикондилит не связан с этим способом. Да и, наверное, никому не советую, потому что есть более рациональные и не такие травмоопасные и экстремальные способы тренировок. Но, тем не менее, это имеет место быть. Интересно, конечно, было бы узнать, по подобным методам получилось бы увеличить количество повторений у выборки людей. Но, опять же таки, я ни к чему не призываю. Поделитесь в комментариях, какими способами вы увеличивали количество подтягиваний. Возможно, ваш опыт будет полезен зрителям этого видео. А если вы еще не подписаны на мой телеграм-канал, обязательно туда загляните. Там ждет дополнительный тренировочный контент и чат атлетов для общения и взаимоподдержки. Присоединяйтесь по ссылке под видео. Если хотите, могу составить для вас персональный план тренировок с весом тела или с отягощениями. Формат – дома, на улице или в зале. Помогаю с питанием для похудения или набора. Даю программы для роста подтягиваний, отжиманий и изучения силовых элементов. Отзывы на сайте по ссылке под видео. И если тема силовых тренировок вам близка, то обязательно гляньте вот это видео на канале Workoutman.